Здравствуйте! С вами Анна Ченцов и домашняя школа Ахинга. В этом видео я хочу рассказать вам о нашем опыте использования самых эффективных нерелигиозных программ для начальной школы на английском языке. Uncovering the Logic of English. 30 правил, которые объясняют 98% английских слов. Не все слова в английском языке exception. Вслед за этим я нашла и полную программу для начальной школы. Она называется Logic of English Foundations. Так как же учить по-английски, не будучи носителем английского языка? Этот учебник был спасением. Это scripted curriculum. Это значит, что здесь, как в пьесе, написано строчка за строчкой, что говорите вы, учитель, родитель, ребенку, и что вы хотите услышать от ребенка в ответ. Что называется, задаете правильные вопросы, получаете правильные ответы. Вся программа Foundations состоит из 4 частей. A, B, C and D. Каждой книге, это teacher manual. Это teacher manual. Каждому учебнику для учителя прилагается тетрадь для студента. В этой папке собраны все 4 уровня, которые мы с сыном прошли. Это первая часть, это вторая, третья и 4. Программа называется Foundations. Почему? Потому что она закладывает самое крепкое основание для всей будущей учебной деятельности и жизни ребенка. В помощь учителю и ученику есть 3 книги. ABC Book of Sounds. Первая часть — это Doodling Dragons, где представляются one-letter phonograms со всеми звуками, которые им соответствуют. Следующий уровень B, ему соответствует Whistling Whales. Это то, чему не учат в обычной классической азбуке. С этого уровня, с уровня B, начинает изучение multi-letter phonograms, то есть фонограмм, которые состоят из 2 и более букв. Также уровень сопровождается простыми книжками для чтения. Beyond the Sounds of ABC, Knitting Nights. Последняя книжка азбука Multi-Letter Phonograms. Уровень сопровождается книжками для чтения, Non-Fiction серия, и 2 книги представляют первые chapter books с содержанием, с оглавлением, с названием глав, большим количеством текста. Это fiction. С последним уровнем D 8 книжек Non-Fiction и довольно большой список уже настоящих книжек. Чтобы легче было запоминать все эти фонограммы, вы можете купить или бесплатно послушать на YouTube песни, которые соответствуют каждой из изучаемых фонограмм. Также вы получите огромное удовольствие, играя всей семьей в игры, которые предлагаются в огромном количестве этой программы. Если вы не уверены, что вы сможете правильно произносить все звуки английского языка, программа вас поддержит в этом. На сайте вы найдете чарт со всеми фонограммами, которые озвучены и сделаны короткие видео самой автором программы. A, A. U, U, Также, если у вас недостаточно времени, или вы не уверены в уровне своего языка, или вы хотите учить английскому языку вместе со своим ребенком, появилась онлайн-версия этой программы. Все обучающие видео записаны самой автором программы. Skunk. S. This is a z. K. This is a tall k. N. K. This is a tall k. И все практические задания выполнены в виде онлайн-игр. X, X, Z. A, U, U, A, U, U, L. Все ссылки на онлайн-ресурсы, которые я сегодня упомянула, вы можете найти в описании к этому видео. Когда люди принимают решение о покупке этой программы, зачастую их останавливает цена.
Пожалуйста, не волнуйтесь. Во-первых, ваш ребенок научится читать, и это самое ценное вложение в его образование, во всю его дальнейшую жизнь. Во-вторых, вы будете учить по этой же самой программе младших детей. И в-третьих, эта программа настолько популярна, что в Facebook-группе Logic of English у вас ее купят за первые сутки. Также вы можете найти более подробный обзор конкретно одной этой программы. Подписывайтесь на мой канал и смотрите ссылку внизу этого видео. Далее математика. Когда я определилась с программой по английскому языку, я чувствовала себя очень уверенно. Я знаю математику, я ее понимаю, я ее люблю. Я нашла хороший русский учебник, и я буду учить математику без всяких проблем. Конечно же, все пошло своим путем. Мой сын уже хорошо знал соответствие количества и английского слова, поэтому перейти на русский язык ему было не так-то просто. К тому же сам учебник нам абсолютно не подошел. Учебник пестрел винни-пухами и гномиками, что только раздражало моего сына. Бесконечное раскрашивание синим, желтым, красным и зеленым оказалось вообще непосильной задачей, потому что мой сын дальтоник. И мне, как родителю, который учит, этот учебник тоже не подошел. Я купила методическое пособие для учителей, но пояснение такого рода, как «вам необходимо сформировать понимание того-то и того-то», как его формировать, понимание это? В нашем случае ответом стала программа Right Start Math. Teacher Manual, Scripted, как и Logic of English. Тетрадка для ученика, без гномиков, чистая математика и огромное количество manipulatives, наглядных пособий. Плюс еще вот эти вот весы. Основа этой программы — это математические игры. Через азарт игры математические факты запоминаются легко и весело. Про все уровни игры, manipulatives я подробнее расскажу в отдельном видео. Ссылка в описании к этому видео. Поехали дальше. Еще немного о математике. Beast Academy. По заявлению программы вы сможете использовать Beast Academy с 8 лет. Я знаю, что дети, склонные к математике, начинают эту программу раньше. Это программа повышенного уровня сложности и акцентирует внимание на problem solving, на решение проблем. Чем она удобна для нас, русскоязычных? Онлайн есть видео хедмастера, основателя этой программы, в которых он объясняет, естественно, на английском языке, объясняет все задачи. We're gonna have to do all kinds of regrouping. I don't want to do that, so I'm not gonna. Watch this. 19 really close to 20. And 29, that's... Подробнее тоже отдельно отчет внизу под видео. Пожалуйста, ищите ссылку. Чтение и математику мы уже обсудили. Теперь самое трудное, на мой взгляд, для меня — это письмо. До очень большого уровня письмо покрыто в программе Logic of English. Я сейчас покажу вам пару примеров из работ моего сына, и вы увидите, что писать программа учит. Мы выбрали версию курсива, как копировать предложения и также формулировать свои мысли. Эта тема частично покрывается в Logic of English. Но самая трудная часть письма — creative writing. Это как изложение и сочинение в программе Logic of English затрагиваются минимально. Поэтому creative writing вам нужна дополнительная программа. Это WriteSharp. Эта программа частично scripted. То есть здесь будут очень подробные инструкции, что взять, какие материалы использовать, как начать, что писать. Будут даны образцы. Но сама программа основана на том, что ребенок пишет из своего собственного опыта. Поэтому, естественно, ваши вопросы к ребенку будут индивидуальными. Когда ваш ребенок
научился читать. Все, конечно же, становится по-другому. Теперь он может читать все эти книги и учиться из них. Не учиться читать, а читать, чтобы учиться. И мы переходим к Science. Я выбираю для своей домашней школы Secular Curriculum. То есть те программы, которые предполагают отсутствие религиозного контекста. Но оказалось, что название Secular недостаточно. Есть трюк. Я была готова купить другую программу, но хотела посмотреть references, отзывы тех, кто использует эту программу. Их было очень много на сайте. Я стала смотреть список. Католическая школа, католическая школа, католическая школа, католическая школа. Я подумала, что происходит? Это должен быть secular curriculum. Как школы, основанные на религии, могут пользоваться этой программой? И оказалось, что secular означает, что в учебнике по науке, по science, они не включают ни религиозного контекста, ни других спорных тем, как, например, эволюцию и большой взрыв. Естественно, лично для меня наука без объяснения причины и следствия – это не наука, а перечисление фактов. Поэтому я стала искать truly secular curricula, по-настоящему нерелигиозные программы. И я нашла программу Real Science. Сразу же купила все части. Это астрономия, Earth Environment, Chemistry, Physics и Биология 2 и Астрономия 2, которые можно использовать в средней школе, и даже если делаешь все лабораторные работы, это будет зачитываться для старшей школы, high school. Подробнее в отдельном видео. Теперь, когда мы уже подготовлены secular science, переходим к истории. История настолько тесно переплетена с религией. Исключать религию из истории невозможно. В чем же тогда суть secular curriculum? Это программа, которая равнозначно показывает развитие событий с точки зрения всех культур. Но кроме того, показывает развитие всего человечества как единого организма. Какую программу я выбрала для нас? Это Curiosity Chronicles. Почему я остановилась на этой программе? Основную причину я уже вам рассказала, и как это помогает мне, не носителю английского языка, в обучении. Во-первых, учебник написан в очень любопытном формате. Он написан в виде диалога между двумя детьми. Они обсуждают исторические события с разных точек зрения. И самое лучшее, что весь этот учебник в виде диалога записан как аудиокнига. Chapter 1. History is Cool. Hi, I'm Time Talking Ted. And I'm Mystery Mulling Mona. Включайте, слушайте в машине, как сказку на ночь. Пока делаете домашние дела, вы учитесь. Значит, это учебник. Учебник, только карты, фотографии, репродукции. Мое любимое таймлайн всегда представлено. И дополняет учебник книга для вас, которая помогает вам с планированием, описывает более подробно hands-on activities, и тетрадка для ученика, в которой карты, кроссворды, игры, coloring, раскраски. Этот учебник покрывает разные возраста, поэтому в соответствии с возрастом вашего ученика, или если вы учите разновозрастных детей одновременно, вы можете давать им задания разного плана, разной сложности. Программа еще пишется, поэтому обо всех книгах, которые уже выпущены, я вам расскажу в отдельном видео. Также в нашей школе мы изучаем языки. Это, конечно же, русский, китайский и еще испанский. Об опыте изучения языков я записываю отдельные видео, ссылки в описании. Надеюсь, что смогла вам помочь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. С вами была Анна Ченцов и школа Ахинга.